Всем привет! Я хочу рассказать немного о острове Цуруми и Айну. Цуруми черпает вдохновение в культуре айнов, уроженцев Хоккайдо, Сахалина и Курильских островов. Места, персонажи и другие объекты в Цуруми названы в честь слов на языке айнов, представленных в игре как язык письмен Исен. Журавль Цуру, или точнее журавль с красной короной, от японского Танчо Дзуру или Танчо, известен как символ долголетия в культурах Восточной Азии. В японском фольклоре считается, что он живет 1000 лет и, как говорят, дает милость в обмен на жертвоприношение. Это может указывать на сохраняющиеся иллюзии людей на острове Цуруми. Несмотря на то, что первоначальное племя погибло из-за гнева Каны Капоцири после жертвы Ру 1000 лет назад. Эта идея долголетия может также распространяться на давнее сожаление о громовой птице, которая породила громовые проявления пика Макума и горы Кана. Древняя цивилизация, которая раньше населяла остров Цуруми, вероятно связана с Каэнри и Селестией, так как на острове Сейрай есть огромные подземные руины, в которых находятся стражи руин. В частности, на некоторых его стенах есть фрески Селестии. Сумида предполагает, что что-то могло упасть с Селестии на остров, что, как и подозревает Кама, манипулировало линиями на острове. В результате люди на острове во время серии «Сквозь туман» просто призраки, заново переживавшие прошлое. Однако один из них, Ру, мог слышать и видеть всех вокруг и развивать самосознание. Духи умерших также можно найти на острове. Однако говорят, что инцидент на Цуруми произошел 1000 лет назад, то есть до инцидента с Каэнри. Теперь давайте разберем некоторые слова, на которые я смог найти перевод. Пляж Ойна. Ойна – это транслитерация айнского слова Ойна. Это разновидность мифологической песни, или когда она встречается в имени божества Ай Ойна Камуй, она может означать знание или священные традиции. Алтарь Машири. Машири – это японская транслитерация слова Мосир, айнского слова, означающего мир или обитель. Встречается в Камуй Мосир, мире богов, и Айну Мосир, мире айнов, в основном мире смертных. Гора Кана. Кана – это айнское слово, используемое в имени Кана Камуй, бог грома и небес. Сама Кана означает «вверх», возможно, имея в виду статус Кана Камуй как бога небес. Камуй означает бог или дух. Святилище Сенрай. Будем использовать английскую версию этого слова «чирай». Это первый перевод с японского языка айнского слова «цирай», которое на айнском языке означает японское хучен, вид лосося. Цирай также, возможно, участвует в фольклорной истории айнов о Кане Камуй, который убивает цирей, монстра гарпуном. Пик Сироко. Сироко – это японская транслитерация от айнского слова «сир-кор», употребляемого в имени божества Сир-Кор Камуй. Сир означает земля, Кор означает управлять, владеть. Сир-Кор Камуй – богиня земли, которая, как говорят, обитает на большом старом дереве. Отпель Вакаку. Вакука – это неправильно латинизированная версия айнского слова вака, обозначающего воду. Происхождение буквы У может происходить от богини воды в фольклоре айнов Вака Ус Камуй. Ус в ее имени означает привязанный к растущей. Это все слова, что я мог найти и перевести. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк видео и подписывайтесь. До встречи в следующих видео.